Блин. А хули, блин, бля! Что ж, пройдя через первую часть второго сезона с его плавным, слегка даже скучноватым развитием сюжета, мы приблизились к финальным на данный момент сериям сериала Wings от Netflix. Поверьте мне, этот ролик будет не менее разрывным, чем предыдущий обзор, поэтому я очень рекомендую прямо сейчас взять чаечек и налить вкусняшки для успокоения нервов, а также подписаться на мой канал и шлепнуть лайк под этим видео, чтобы произошло чудо и мой канал наконец-то ожил. Нет, с предыдущего раза ничего не изменилось. Без более долгого вступления переходим сразу к пятой серии второго сезона, но сначала я напомню вам, что меня все-таки зовут Оля, а вы находитесь на канале Уна Фата, что означает добро пожаловать на мой канал. Итак, настоящая личность Себастьяна раскрыта, и нашим героям предстоит работать с тем, что имеем. На этот момент он мне все еще казался некой адаптацией лжеаполлона из второго сезона мультсериала, которого спалили до того, как он приковал Блум, чем бы это пыточно ни оказалось. И да, тогда я еще верила во внезапное появление еще одного злодея, более мощного и важного, чем Себастьян. Но объявление Королевы Луны о том, что мы имеем дело с Валтером, дало понять, что мы дождемся только его смерти. Ну, возможно, это и к лучшему. И пока Себастьян накачивает себя магией фей с помощью скрэперов. Кстати, вы заметили, у него там в спине прям дырка. У кукол Винкс тоже такая дыра есть в спине для крыльев. А вдруг он тоже должен был получить крылья? Муза становится буквально золушкой в Алфее, ведь она оказалась лишенной сил и теперь должна с тряпкой в зубах ползать в благодарностях, что ее вообще не выгнали. Ну, это так, по мнению Розалинды. Да, пожалуй, с магией нашей феи разума было лучше. Или нет. Чуть позже в откровенном разговоре Музы Ривена, когда парень спас девушку от восстановительных процедур Терры, мы узнаем, что фея сама вышла к скрэперам, чтобы те забрали у нее магические силы. Она впервые в жизни ощутила спокойствие, без гула эмоций окружающих в голове, и была готова потерять свой дар безвозвратно, чтобы как можно дольше пребывать в тишине. Пожалуй, именно с этого момента можно отсчитывать начало той самой ревизии, о которой столько говорят последний год. Ведь Ривен не просто видел момент, когда Муза лишилась сил по своей воле. Он не вмешался в процесс, и хоть он и сказал, что его атаковали, что-то мне подсказывает, что на деле он просто прекрасно понял ее и не стал вмешиваться в планы феи, которая сама знает лучше, что ей делать со своими силами и с судьбой. И меня просто поразило, насколько противоположной оказалась беседа Музы Ривена во втором сезоне по отношению к их разговору в первом сезоне. Если в первом сезоне от мальчика буквально за милю веяло напыщенной токсичной маскулинностью и снисходительным отношением к фее разума, которой якобы вообще нет места на тренировочном поле специалистов с этой огромной палкой, во втором сезоне риторика Ривена сменилась буквально на 180 градусов. Он выступает противником фразы «где родился, там и пригодился». Или «кем родился, тем и пригодился». И мотивирует Музу прислушиваться в первую очередь к себе, к своим хотелкам, а не к тому, что от нее ожидают другие. Вопрос, кому прислушиваться, тревожит и других жительниц апартаментов Винкс. Стелла считает Беатрикс достойной доверия и пытается перетянуть ее на свою сторону, склоняя ее вести двойную игру с Розалиндой, в то время как Блум брезгует общением с Би и считает лучшим решением доверять бабуле. Но есть и третье мнение, Аиша, которая считает, что доверять кому-либо это вообще очень вредно. Ну да, она же эксперт в этом. Сьюти Винкс назревает новый план по возвращению сил Музы. Стелла, благодаря королеве Солярии, по совместительству ее матери, достала по-настоящему особенный артефакт — кристалл конвергенции. И из названия уже понятно, что речь идет о предмете, который позволяет феям соединить их магию, как это могли делать девчонки в сериях второго сезона мультика без какого-либо кристалла. Да и в сериале на деле это не единственный способ соединить магию фей. Так, Бен, Розалинда и Фара обрушили огромный шторм с громадной молнией, разрушив Астердел, не применяя никакой кристалл. А в первом сезоне мультсериала Блум и Стелла прибегли к конвергенции даже без знаний о ней прям в первой серии, самой-самой первой серии. И ничего, живы. В сериале Аиша, показывая Блум кристалл, называет его Релик, очень редкой реликвией. А в мультсериале местом под названием Реликс была локация, где происходила финальная битва второго сезона. Пытаясь перекачать свою энергию дважды через кристалл, заряжая таким образом магию Музы, девчули забыли спросить, а сама-то она этого хочет? В общем, церемония резко прерывается, и из-за этого девчонки остаются заряженными. Это своего рода особенность магии феи в этом сериале, чего не было в оригинале. Чтобы воспользоваться своими силами, фея должна сначала связаться со своей магией, обратиться к ней, призвать ее. Это как раз тот момент, когда у них зажигаются глаза. А уже потом они могут использовать ее. И на деле этот весь процесс занимает прям считанные секунды, но, по-видимому, вот так вот взять и использовать свою магию феи нового мира не могут.
Мне кажется, это как с плойкой. Ты ее включаешь в сеть и потом ждешь, пока она нагреется. Конечно, можно попробовать воспользоваться ею хоть сразу, но насколько это будет эффективно? Вот что-то такое и с силами Фейс Фейт. И вот такая вся заряженная Блум отправляется навстречу к Себастьяну, пытаясь выпросить у него силы музы взамен на книгу кровавых ведьм. А скажите, я же не одна была такая, кто сразу понял, что ему нафиг не сдалась эта книжка? Разумеется, оказывается, что он ее наизусть знает, и написал ее вообще его отец. И вообще он очень добрый, хороший, милашный парень. Просто так сказал Блум, как вернуть всем феям их магию. Способ 2. Убить меня. Полностью ломает. Именно в этот момент мне показалось, что отец Себастьяна, Валтер-старший, и является тем самым Валтером из оригинала. И тут мы снова наблюдаем за тем, как Блум постоянно берет на себя ответственность. Проникнуть в восточное крыло Алфеи, конечно же, Блум. Сходить навстречу к Себастьяну, разумеется, пойдет рыженько. Разобраться со всеми кровавыми ведьмами, которые захватили Алфею, ну кто еще, если не она, ведь у нее есть огонь дракона. Соглашусь, что такая концентрация Блумкиного «я-я-я-я» может конкретно бесить, но в этом я вижу некоторую иронию на тему главности этой героини во франшизе. Жаль, но в мультфильме не было адекватно, вот прям в лоб объяснено, почему же именно Блум является такой важной героиней истории, которая вообще-то называется Клуб Винкс. Школа волшебниц. А не ее высочество Блум. И лишь при более детальном рассмотрении сюжета и истории создания этого проекта становится понятно, что по первоначальной задумке это вообще должен был быть мультсериал под названием «Волшебница Блум», где все остальные героини были бы просто подружками второго плана, а судьба пламенной феи была бы максимально в центре внимания каждой серии. По моим ощущениям, сериал все же дает побольше раскрыть для себя и других героинь. Посочувствовать Музе, которой реально нелегко с ее силой. Поболеть за отношения Стеллы и Беатрикс. Попереживать за Теру, которая все еще ищет себя. Ну а Блум, это же просто Блум. И в моменты, когда ее намеренно выпячивают, я прям вижу, как сценаристы за кулисами съемок хихикают там. И классно, что здесь эту героиню сделали не совершенно непобедимой идеальной Мэри Сью, а более живой девчонкой, чей план может с грохотом провалиться и все амбиции окажутся напрасными. Кто может натворить делов и потом отматывать срок в стазисе. Поэтому, наверное, лично я не особо бомблю по поводу того, что Блум центральная фигура этого сериала. Да и вообще, с чего вы взяли, что я ненавижу Блум? Ты еда для Текны. Еще бы более старое видео достали. Ой, ладно, шутки в сторону, у нас такая страшная тайна здесь открылась. Грей оказался никем иным, как кровавой ведьмой, которая из-под тишка начинает атаку на Алфею и ломает систему безопасности школы. Хотя, ну, как сказать? Он скорее что-то пытается сделать. Вот, например, отрубает Скай и проникает незамеченным в восточное крыло, разыскивая данные о перемещении армии Алфеи и Солярии. И это единственное за весь сезон, в чем он был полезен клану ведьм. Наверное, за такой проступок Скаю должно было сильно влететь, да? Ведь Розалинда такая жесткая женщина. Ух! Но нет, по какой-то причине Розалинда прислушивается к Сильвии и отпускает парня, когда Сол убеждает бабулю в том, что Скай не может врать и сообщил бы, если бы заметил что-то подозрительное во время своего дежурства. Интересно, с чего вообще появилось такое доверие у Роз к Сильвии? Куда ушла та ежовая рукавица, которой она вцеплялась в шею Андреаса при любой неприятной ситуации? Возможно, это происходит потому, что Розалинда не чувствует такой власти над Сильвией, как это было с Андреасом. Очевидно, что между ними было что-то. Я знаю, что она дала тебе смысл жизни, что ты ей обязан. Он был вам не безразличен. Ты удивлена. Плюс Роз была все-таки главнокомандующей для Эреклеонского, и она уже знала наизусть болевые точки горе-папаши. И давайте не будем забывать, что Розалинда фея разума, и она прекрасно умеет считывать ложь и эмоциональный фон собеседника. Возможно, в тот момент это и спасло Ская, который, как оказалось, решил в ту ночь хлопнуть за здоровье усопших. И тут, наконец, Сильва и Скай находят точки соприкосновения, ведь оба они были в практически одинаковой ситуации, и эта травма вновь соединяет их. Вы будете совершенно правы, возразив мне, что Розалинда может намного больше, чем просто залезть другим в голову. Еще она может, например, управлять силами, схожими с Айси, когда она почти заморозила Блум, как и ведьма в первом сезоне, готовясь отнять силы у феи Пламени Дракона. Но вот в сериале у нее это не получилось. И на фоне всей происходящей травмы между пацанами Розалинда тем временем укрепляет барьер Алфеи, создавая полностью непроницаемый купол, через который не выйти, не войти. Благодаря этому мы получили красивейший момент Скайлум, который дико напоминает серию третьего сезона «Предательский бал». Тут же мы видим и кольцо Солярии, которое как-то почти и не появлялось в этом сезоне. Да что там кольцо, она, на землю залетела и даже к родителям не заглянула. Майка и Ванессы вообще в этом сезоне не видно. Как и не видно аналитического мышления Розалинды, которая недостаточно просчитала возможности Блум. А все почему? А потому что нечего было убивать Фару в прошлом сезоне. А теперь, мои котики и кошечки, предлагаю вам супер игру. Угадайте, сколько Блум лет на самом деле? Не 5. Неправильно. Ей более 1000 лет.
Да, оказалось, Блум была в стазисе все эти века со времен войны команды Света с армией тьмы, что мы довольно подробно обсудили в прошлом видео. Там родная мамуля Блум низвергла адское пламя, примерно такое же, как Блум спустила на Розочку, после чего испугалась своих сил и ушла на самоизоляцию в царство тьмы, оставив после себя целую ораву сожженных. И Розалинда, видимо, присоединилась к ним. Кстати, о сожженных. Помните, во время битвы со Стерделлом еще старая Розалинда говорила, что они нападают на город, чтобы избавиться от горелых раз и навсегда. Как вы уже наверняка поняли, истинная причина была совершенно в ином. Розалинда, как и отец Себастьяна, была буквально одержима огнем дракона, и когда она узнала, что Валтер-старший вытащил из стазиса ту самую Блум, она решила просто испепелить всю деревушку нафиг, чтобы не досталась она никому, кроме самой Розы, конечно же. И вот спустя 17 лет с момента, как Розалинда впервые прикоснулась к малышке с уникальными способностями, она оказалась мертва от ее же рук. И теперь Блум считается чуть ли не опасностью номер один во всем Магиксе, хоть это не оглашается королевой Луной публично, которая буквально объявила войну кровавым ведьмам. Чтобы защитить Алфею, как и весь Магикс, до момента, как все не разберутся с ситуацией, Блум надевает браслеты, блокирующие магию. Точно такие же были у Беатрикс в первом сезоне, когда Фара поняла, кто убил ее секретаря Калума. О боже, это один из моих самых любимых моментов в этом сезоне. Это Бэд-эс Стелла в роли адвоката Блум. Мне кажется, там только вот это objection, какой они там рукой скидывают. Но как же приятно девочек наконец-то видеть в тандеме, когда одна другую защищает, а не пытаются избавиться от нее, как от навязчивой занозы. Но, увы, дело проваливается. То ли от нехватки доказательств, которые вообще-то были найдены, но почему-то не доставлены в кабинет к Луне, то ли из-за личного решения королевы не давать шанса Блум. И девчулю закрывают в стазисе. Опять. Классно они, конечно, придумали откладывать решение проблемы на потом. Вот мы сейчас ее запихнем в стазис, лет так 20 там повисит, мы свое отживем, а вот следующее поколение пусть там разбирается, что с ней делать, как справляться с ее силами. Офигенный план, просто надежный на все 100. Нет, 20 лет. Но хоть что-то приятное происходит в этой сцене. В знак восхищения стойкостью Стеллы мать избавляет ее от камня, который мешал девушке передвигаться за пределы барьера Алфеи и пользоваться магией исчезновения. Правда, это не уберегло от неприятного разговора, в ходе которого принцесса буквально отреклась от трона Солярии. Вот потеха будет, если окажется, что Луна незаконно занимает свой трон, и вообще Солярия окажется частью большого государства, которое называется Домино, и по праву принадлежит кому? На эту мысль меня еще натолкнула футболка Блум в последней серии с изображением карты Таро Императрица. Но что-то все-таки должно было спасти Блум, что-то какая-то местная Мэри Поппинс, которая придет и выключит стазис и сотрет слезки на щеках Блум. И именно это и случилось. Мне кажется, это один из самых волшебных моментов этого сезона, где самих эффектов магии почти и не было. Встреча с уже умершей Фарой Даулинг и ее последний урок для Феи Винкс был таким ожидаемым и одновременно неожиданным, трогающим до слез, разрывающим сердце, что я аж прям сейчас вот сижу и плачу. Можно вас обнять? Может, обнимемся? Интересный факт. Во время съемок сцен, где девочки находятся с Фарой, на самом деле актрисы Ив Бест не было на съемочной площадке, ее снимали отдельно на зеленом экране и уже потом подставляли во время монтажа. Всему виной оказались ковидные ограничения. Вот такая магия вне стен Алфеи получается. И в этот момент началось нападение специалистов на кровавых ведьм, нацеленное на то, чтобы не началась война внутри Алфеи. Что-то знакомое. Увы, они прибыли слишком поздно. Пока они шли до базы ведьм, сами ведьмы уже давно направились в сторону Алфеи и лишь ждали момента, когда защита крепости слегка ослабнет. Да и Беатрикс подкинула новый прикол. Как только Розалинда откинула коньки, она быстренько перебралась на сторону Себастьяна, который вернул ей магические силы и пообещал рассказать о ее родной семье. Жду Валтера. Люблю эту сучку, ну какая же она неоднозначная. И устроив полный блэкаут по всей школе, Себастьян вместе с Беатрикс, с кучкой скрэперов и стаей кровавых ведьм отправилась на охоту за феями. Вы, кстати, заметили, как выглядят кровавые ведьмы? Их натурально сделали бомжами. Я, конечно, понимаю, что у них дом разбомбили, у них все реально очень плохо, но я тут больше кекаю с решения стилистов. Вот куда ушел весь их творческий потенциал. В общем, пока специалисты бегали по лесам, по полям, ту часть специалистов, которая осталась в Алфее, зомбировали. Многих фей высосали, и осталось без шуток 1,5 бойца внутри школы, которые могли хоть что-то предпринять. И в этой серии буквально наступает звездный час Флоры. Феи природы готовят Элдвина, чтобы ввести это очень токсичное вещество в себя и отравить скрэперов,
монстров, которые будут ее кусать, пытаясь забрать ее силы. Жертвует собой ради спасения буквально всех фей И Алфеи. у меня один вопрос. Сценаристы, где ее Энчантикс? Одновременно с этим Блум приходится принять непростое, но уж очень экспрессивное решение – отдать пламя дракона Себастьяну взамен на живого Ская. И блин, девчуля так легко идет на это. Притом, буквально пару серий назад она отказала ему, даже несмотря на очень интересные условия сделки. А тут вдруг решила, что не сможет спасти любимого и победить злодея сама. Блум, ну ты чё? Используя кристалл конвергенции, Блум уже начала перекачивать свои силы Себастьяну, как вдруг появляется на сцене. На сцене. Беатрикс убивает Ская, спасая тем самым Магикс. Ведь огонь дракона нужен Валтеру-младшему для призыва тени из Царства Тьмы, который воскресит всех умерших ведьм крови в Эстерделе и может привести Магикс к полному уничтожению. Вместе с головой Ская разбивается кристалл, через который перекачивается пламя дракона. Интересно, почему он разбилось, упав из рук Себастьяна, но осталось целым, выпав из рук Музы. И до полного поражения Себастьяна считанные минуты. Осталось лишь перевоплотиться еще 3 сильнейшим феям. Честно, меня убивает подборка музыки для превращения в этом сериале. Они буквально делают тусичи с самого сокровенного момента в преображении фей. Я, конечно, обожаю Граймс, но вы сами посмотрите. Если бы я любила его немного меньше, я бы заставила его остаться. Но ему нужно было стать лучшим игроком игры. Ей-богу, лучше бы Билли Икс поставили, было бы больше смысла. Вы, кстати, заметили, что крылья девчонок не совпадают с теми, что появляются в заставке? Крылья Стеллы и Аиши еще хоть как-то похожи, но вот крылья Терры оказались совершенно другими. Видимо, это произошло из-за смены направленности ее магии. Теперь она фея кристалла. Ну а дальше произошел слив Себастьяна в унитаз, потому что его буквально расщепило от атаки 4 фей превращений. Спасибо, очень интересный финальный бой. Нет, не очень. Вообще, я заметила, что Себастьян стоял со скрещенными руками, и, как нас научил конец первого сезона, к подобным необычным вещам стоит быть внимательными. Возможно, это была часть обряда по сохранению себя, чтобы потом как-то эпично вернуться в следующем сезоне. Либо уже тогда, получив достаточную дозу пламени дракона, Себастьян призвал тень, которая чуть позже появилась над могилой Беатрикс. Ах да, я же вам не сказала. Угадайте, кто умер. Да, создатели решили оставить меня без моей любимой стервы в этом сериале, дав возможность Себастьяну просто разбить ее голову об стенку. Прощаясь со своей неоднозначной подружкой, Стелла положила у надгробной плиты белую лилию. Своего рода отсылка на смерть Набу в 4 сезоне. Но, похоже, это все-таки не последний раз, когда мы видим Беатрикс. Над ее могилой склонилась ужасающая тень, которая, как темный феникс из 2 сезона Винкс, пришла за девушкой, чтобы забрать ее в свои подчиненные. На Даймонд-Хилле остались ее родные сестры Дарси и Изабелла Дэниелс. И вообще, она обещала Скаю отомстить за смерть Андреаса. Но, девчуль, возвращайся, у тебя столько дел здесь. После победы над Себастьяном Музе, как и остальным выжитым феям, вернулась магия. Использовала ли Муза ее? Конечно же нет. Мне кажется, мы пришли к тому моменту, когда ученики смогут сами выбирать, кем они захотят быть, вне зависимости от их врожденных способностей. Правда, интересно, могут ли специалисты и специалистки становиться феями. А совместные тренировки очень сближают Музу и Ривена, что, как мне кажется, предзнаменует очень интересное продолжение Love Story в будущих сезонах, если они случатся. А вот Love Story Аиши очень неприятно прервалась. Несмотря на все попытки Грея исправить ситуацию, объясниться перед девушкой, рассказать ей свою мотивацию, Аиша отвергает его, отталкивает от себя как последнего предателя иного мира, даже невзирая на то, что он спас Ская и отвернулся от Себастьяна в самый критический момент. Но даже после сотни отказов он возвращается к ней, и простит ли его девушка или останется при своем, пока даже сложно предугадать. Пишите в комментариях, какие у вас мысли на этот счет. Осталась еще одна незавершенная дилемма, которую, возможно, можно решить благодаря одному отважному действию. Скай и Блум расстаются на очень трогательной ноте, ведь девушка, жертвуя всем, что у нее есть, релоцируется в Царство Тьмы через портал в подвале Алфеи, чтобы закрыть его с другой стороны. Он, кстати, очень похож на портал из первой полнометражки Винкс, только другого цвета. И меня очень тревожит вопрос, почему Скай не отправился за Блум? Чувак, ты ж так сильно переживаешь, ты же не хочешь с ней расставаться. Ну отправься тогда вместе с ней туда, ну вдвоем куда веселее. Нет, парниша все-таки опустился до уровня мультсериального Ская в моих глазах. А вообще, Царство Тьмы не выглядит таким уж страшным. Ну, чернозем, ну бывает. Мне вообще кажется, что эти сцены снимали у нас тут в Воронеже. Как-то иначе я представляла себе это место. Но все же кое-что интересное происходит в этой новой локации. Блум находит старинный дом, внутри которого, похоже, встречает свою родную мать, Марион. Мама? В 6 серии мы уже увидели флешбэк к воспоминаниям маленькой Блум, откуда узнали, что ее родная мать с рыжими, как языки пламени, волосами
Незримо всегда была рядом. Как в момент первого использования магии, так и во время пожара в доме Майка и Ванессы. А еще обратите внимание на руны, расположенные над входом в дом Марион. Здесь мы видим Альгиз. Используется, чтобы ничто не могло проникнуть внутрь. Гера – руна награды за прошлые заслуги. А треугольник – это руна огня, но здесь мы видим, что один треугольник помещен внутрь другого, что, возможно, означает силу в квадрате. А в треугольнике поменьше можно разглядеть начертания, похожие на закрытый глаз. Глаз – это символ наивысшей силы, который на данный момент закрыт в Марион, ведь, скорее всего, она от нее отказалась. Да, происходящее все больше и больше подогревает пукан. Как вообще на такой ноте можно было завершить сезон и до сих пор не подтвердить третий? Скажите, пожалуйста, в комментариях, чего вы ждете в следующих сериях этого сериала. Ждете ли вы вообще следующий сезон Фейт, а то, может быть, и хватит. И вообще делитесь своими впечатлениями о втором сезоне этого сериала. Снова выражаю огромную благодарность моим любимым и дорогим спонсорам и бустерам, а также, конечно же, донам во ВКонтакте, с которыми мы очень мило коннектимся прямо там, во ВКонтакте. Прыгайте по ссылкам в описании. Также, пожалуйста, не забывайте про комментарии, лайки, репосты и подписки. Всех очень люблю, желаю чудесного дня и надеюсь, что скоро увидимся. Муа.